Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Сегодняшнее видео будет посвящено теме ожогов листьев орхидей. Сегодня мы разберемся с самим понятием ожог листьев орхидеи, что это такое, откуда это берется, как это предотвратить по возможности, чем помочь орхидее и можно ли вообще ей помочь в такой ситуации. И как всегда, обо всем по порядку. Что такое ожог? Ожог – это повреждение органов и тканей орхидеи, вызванный рядом травмирующих факторов. Ожоги приводят к изменению цвета пораженных частей листьев орхидеи, к последующим некрозам, иногда к отмиранию листьев, цветов, корней и даже к полной гибели орхидеи. Выделяют несколько видов или типов ожогов. Это солнечные ожоги, тепловые, химические и даже грибковые и бактериальные. Чаще всего любители орхидей сталкиваются с солнечными и тепловыми ожогами. Солнечные ожоги возникают под действием прямых солнечных лучей, а тепловые – под воздействием контрастных температур. Причем тепловые ожоги могут возникать в результате воздействия не только высоких, но и низких температур, так называемый низкотемпературный ожог. Именно такой тип ожогов чаще всего путают с отеком листьев при транспортировке орхидей в холодное время года. Самым простым и действенным способом защиты от солнечных ожогов зрители избрали притенение. Но даже такой нефизиологичный для орхидеи способ не принес желаемого результата. Елена Литвиненко пишет: «У меня подгорело несколько орхидей, даже не особо понимаю как, так как окно затенено агроволокном, но все же. Подскажите, пожалуйста, какой из настоев лучше подойдет, чтобы помочь орхидеям восстановиться?» Из комментария понятно, что орхидеи Елены получили не солнечный, а тепловой ожог. И главной проблемой здесь наверняка было отсутствие воздухообмена в помещении. Поэтому главной профилактикой тепловых ожогов является постоянный воздухообмен, то есть постоянное движение воздуха даже в жарких помещениях. Если воздух будет двигаться, теплового ожога у орхидеи не будет. Поэтому основное правило, если вы живете в жарком и сухом климате, у вас и у ваших орхидей обязательно должен быть вентилятор. Проблема номер 2. Когда вновь приобретенное растение сразу помещается на солнечный подоконник под прямые солнечные лучи, без притенения и без должного приучения к солнцу. Здравствуйте, я только начинающий орхоман и сразу получила ожог на листе. Видимо, многовато для только приехавшего растения. Я много раз освещала эти вопросы в своих видео и придется повторить вновь. Орхидеи нужно приучать к прямым солнечным лучам постепенно, поэтапно и заблаговременно. То есть нельзя взять орхидею, вытащить ее из посылки или принести из магазина и сразу поставить на солнечный подоконник под прямые солнечные лучи. Приучаем орхидеи к солнцу точно так же, как мы приучаем свою кожу к загару. По 15, 20, 30 минут каждый день, наращивая длительность пребывания орхидеи на солнце. Если такой возможности нет, если у вас нет достаточного количества времени, чтобы приучить орхидею к солнцу, тогда ее придется притенять. И здесь вы четко должны понимать, что лишив себя проблемы солнечных ожогов, вы наверняка лишите себя и летнего цветения. Постарайтесь четко дифференцировать солнечный ожог и тепловой ожог. Часто путая два типа ожогов, зрители притеняют свои орхидеи все сильнее и сильнее, а нужно было лишь
купить вентилятор. Или на худой конец открыть окна, сделать сквозняки, чтобы ветер по квартире гулял естественным образом. А бывают и вот такие ситуации. Я из Германии, у меня случилась беда. Уехала в отпуск, оставила орхидеи на окне. Когда я приехала, обнаружила ожог на листьях, и пару листьев стали вялыми и жухлыми. Отойдут ли они и что мне делать с листьями, которые с ожогами? Посоветуйте, пожалуйста. И прежде чем мы начнем разбираться, что с этим делать, мы разберемся с тем, какие степени ожогов листьев орхидей встречаются. И тут, друзья, практически все как у людей. 4 степени. Первая степень – это повреждение только внешних слоев ткани листа. Вторая степень поражения – это повреждение внешнего слоя ткани листа и слоев глубже. Формируются пузыри, появляется отек ткани листа и нарушается декоративность листа. На третьей степени обгорания формируется плотный струб темно-коричневого цвета, а на 4 степени участки обугливания. Сами по себе ожоги не так страшны для орхидеи, если они не поражают более 50% листовой массы орхидеи. То есть, если у вашей орхидеи 8 листьев, 4 из которых обожжены, а 4 совершенно здоровы, то наверняка ваша орхидея выживет и с ней все будет в порядке. Ну а если поражен всего 1 или 2 листа, и то не полностью, а лишь очаговыми поражениями, то переживать и вовсе не о чем. Ожоги не лечатся, такие листья не восстанавливаются, но кроме потери общей декоративности орхидеи, никакого вреда сами по себе орхидеи не причиняют. Эти листья функциональны, вполне способны осуществлять процесс фотосинтеза и способны послужить орхидее еще несколько лет, до естественного отмирания. Посмотрите, пожалуйста, на свои экраны. У этой орхидеи листья обгорели 2 года назад. Эти листья до сих пор на орхидее, хоть и не украшают ее вид. Но именно эти листья позволили орхидее продержаться, после чего она нарастила себе еще несколько пар листьев и прекрасно цветет. Удалять такие листья полностью, конечно же, не рекомендуется, ведь каждый сантиметр листовой пластины фаленопсиса способен осуществить процесс фотосинтеза, а тем самым помочь орхидее выбраться из сложной жизненной ситуации. Итак, в первые 3 дня после получения ожога мы никаких мер не предпринимаем. Мы наблюдаем за орхидеей и за ее поведением, как она будет реагировать на полученный ожог. Если место поражения постепенно подсыхает и формируется некроз ткани листа, то предпринимать никаких дополнительных действий не нужно. Если вы совершеннейший новичок, то вы можете обвести место поражения фломастером или ручкой и наблюдать. Если место поражения не выходит за границы обведенной зоны, то переживать не о чем. Если же вы видите, что границы поражения разрастаются за пределы обведенной зоны, значит дела плохи, и к ожогу присоединилась вторичная инфекция. Это может быть как грибковое, так и бактериальное поражение. И если вы обнаружили у своей орхидеи нечто подобное, пожалуйста, будьте очень внимательны с этого момента. Внимание! Если в местах ожогов появляются быстро разрастающиеся, водянистые, мокрые, черные или любые другие пятна, потребуется срочная обрезка пораженной части листа. Дезинфицируем режущий инструмент с помощью сильного спиртосодержащего средства или с помощью огня. После этого производим обрезку пораженного листа орхидеи до здоровой ткани с захватом.
Лист после обрезки можно обработать каким-то сыпучим порошком, будь то порошок куркумы или корицы. В любом случае, независимо от того, была ли обрезка листа или нет, орхидея в результате полученного ожога впала в стресс. И наша задача – помочь орхидее выйти из этого состояния. Еще раз напоминаю вам, что пораженные листья орхидеи, будь то ожоги, механические травмы и любые другие поражения, водным процедурам не подлежат. И поэтому такие листья орхидеи мы не опрыскиваем и не душуем. Если у вас много времени и у вас есть возможность обрабатывать листья орхидеи избирательно, то есть пораженные листья не трогать, а здоровые листья опрыскивать, вы можете это делать. Если же времени мало и такой возможности у вас просто нет, лучше опрыскивание полностью отменить. В таком случае будем выводить орхидею из стресса посредством сосудистой системы, то есть воздействовать на нее через полив. Для полива орхидеи с ожогами вы можете использовать настои лекарственных целебных трав с антибактериальными, бактерицидными и противомикробными свойствами. Это и настой из листьев подорожника, и настой из соцветий клевера, и, конечно же, самый лучший настой из листьев толстянки. Рецепты изготовления всех этих настоев лекарственных трав и растений вы можете найти в плейлисте «Целебные снадобья для орхидей». Ссылку на этот плейлист я, как всегда, оставлю в описании под видео и в первом закрепленном комментарии под ним. Полив орхидей с настоями из лекарственных трав и растений не только выведет ваши орхидеи из стресса, но и восстановит утраченный иммунитет. Сейчас на ваших экранах некогда пострадавшая от ожогов орхидея Элины Унгер. Элина отрезала пострадавшую часть листа, и орхидея при этом чувствует себя великолепно. Я выражаю глубокую признательность и благодарность Элине за предоставленные видеоматериалы с ожогами на листьях орхидей. Показывая свою орхидею, Элина рассказывает, что не так страшны ожоги, как их малюют, что лист чувствует себя превосходно. В общем, слушайте сами. Смотри, все нормально. Все, он абсолютно нормальный листик. Но я его сразу обрезала. Если бы я не обрезала, это бы отсушка пошла дальше. После того, как обрезанные части листа орхидеи подсохли или же на месте ожогов сформировался некроз тканей, эти листья уже можно и опрыскивать, и душевать, то есть подвергать любым водным процедурам. Если случилось так, что орхидея утратила всю листовую массу, то есть листья сгорели полностью, но остался ствол орхидеи и корневая система, в таком случае от орхидеи можно ждать детку. Так что в большинстве случаев ожог для орхидеи не приговор. Самое главное здесь не пропустить присоединившуюся вторичную инфекцию и вовремя ее купировать. Надеюсь, этим видео мне удалось успокоить многих начинающих любителей орхидей. И я напомню вам, что 14 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. А если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.